хорошие мои, я вас всех приветствую. Сегодня у нас расклад на 7 чакр. Начнем с него после затмения. Посмотрим, что по энергиям для вас и для ваших недоброжелателей. В общем, да, контексте, что у них происходит. Понятное дело, что многие из них очень рвали попку в эти дни. Вообще-то они ее рвут со старой. Да, наверное, и с рождественских праздников. Не в этом суть, но тем не менее. Планирую очень шикарный расклад для, вот знаете, для личного понимания. Где вы сейчас в своей жизни? Давайте я вот так скажу. Там будет аж 14 аспектов для того, чтобы вы выявили, что действительно вам нужно подправить, для того, чтобы стать более счастливыми. Для периода затмения это будет как никогда актуально. Сами понимаете, что сейчас мы проходим кармические вопросы. То есть закрываем карму, да, либо наматываем ее еще себе больше. Поэтому смотрите, с какими мыслями пройдете этот период, с такими последствиями и решениями, да, которые примете, с такими последствиями вы и будете жить следующие 18 лет. Поэтому по нашим недоброжелателям могу сказать сразу, что да, многие из них подвязали себя на очень... Уже это произошло, потому как понимаете же, да, что такие люди неадекват, но это их право, как говорится, и они же наш трамплин для лучшего всего. Так, ребят, по поводу индивидуального обучения все остается в силе. Кому интересно, обращайтесь. Насчет личных консультаций уже все я открыла. То есть запись у меня открыта. 5, 6 и 7. Тоже, кому актуально, обращайтесь. Перед тем, как обратитесь ко мне, прошу вас, в описании под каждым роликом, под видео, есть ссылка на маленький тоже ролик. Прошу вас с ним ознакомиться и для себя определить, по каким критериям я людей не принимаю. То есть вообще от слова совсем. 5, 6 и 7. Там ничего сложного для понимания, всего лишь несколько слов и тезисов о личных границах и о взаимоуважении. Это абсолютно всем к просмотру, прежде чем написать мне, обратиться ко мне и начать со мной взаимодействие. Итак, два варианта. Сейчас определюсь, где будет для осознанных людей, а где будет для тех, кто не осознал. И еще много чего. Вот это сегодня для осознанных, это для недоброжелателей, для наших, для тех, кто не желает осознаваться. Вот сегодня вот так. Да, ребят, сегодня вот так. Все меняется, все трансформируется. Давайте начнем с нас, хотя почему-то тянут по недоброжелателям. Слушайте, давайте, наверное, так и начнем. Ну, видимо, так нужно. Начнем по них. Начнем по ним смотреть. Раз такая пьянка.
Посмотрим, да, что у них там. Так, надеюсь, вам там все видно. Даже вот эту позицию, куда бы так убрать ее? Давайте я вот так отодвину. Так. Ребят, сейчас посмотрю, но есть у меня такой... Сейчас, секунду. Подсмотрела я немножечко. Я хотела удостовериться в одном моменте и удостоверилась. Смотрите, для некоторых из вас актуально то, что ваши недоброжелатели меняли судьбы местами. То есть вам скидывали свое «Г», а на себя пытались одеть то, что принадлежит вам. Ну, сейчас посмотрим, что у них тут. Слушайте, а что по недоброжелателям? Я уж не знаю, как у вас там складываются, да, моменты с ними. Но я хочу сказать, во-первых, здесь у кого из них были семьи, партнерские отношения, именно любовь. Ну, в кавычках, да, это слово, я возьму его. Смотрите, здесь расставание, здесь его предали. Но в общем контексте я хочу вам сказать, что не знаю, как они себя ведут, ваши вот эти вот персонажи и персонажихи, но они что-то там доначали, ну, смекать понемножечку. То есть, понимаете, не нытьем, так катаньем их как бы проталкивают к определенным вещам. Осознание. Понимаете, осознание, что человек сделал, и что то, что у него сейчас происходит в жизни, это всего лишь последствия его деяний в прошлом. Здесь, смотрите, по защитам у человека даже есть помощь. Сейчас я еще буду досматривать, ходил он там, не ходил, или это свыше. Тут высшие силы приняли какое-то решение относительно вашего недоброжелателя. Сейчас посмотрим. Чего-то не хватает. Чего-то мне не хватает какой-то колоды. Пусть будет это. Не знаю почему. Смотрите, да, к кому-то мог обращаться, но я бы больше сказала... Здесь человек, что ли, начал, знаете, как обозначать... Нет, не то слово. Короче, человек начал действительно выставлять границы лично для себя в своих личных ценностях. И от этого у него есть защиты. Но защиты, я вам хочу сказать, свечами, может, делалось это все, если себе подставлял, да, их. Вроде бы как у него появился энтузиазм, пошли открытия, исследования, в творчестве там что-то человек зашевелился. Здесь, скорее всего, что он к кому-то обращался. Теперь я хочу посмотреть на вот этой колоде. Много чего меняется, ребят, сейчас в эти периоды, да, вот в это затмение.
Очень много чего происходит, и энергии, они скользкие, понимаете? Потому что для некоторых здесь недоброжелатели реально, ну, понимают, да, уже что к чему. Но и параллельно у них же тоже идет простраивание их пространства. То есть энергии сейчас все в движении находятся. Ну что-то тут где-то дозарыто. Хочется узнать, где. Может, ему кто-то посоветовал где-то к кому-то обратиться, там при пьянках, гулянках, либо при какой-то встрече якобы дружеской, и как бы что-то там как-то заиграло новыми красками. Хочу понять, что тут за помощь у человека. Ему посоветовали, возможно, кому-то обратиться, либо что-то сделать, либо он, знаете, как на просторах интернета что-то нашел, и ему это, ну, как обрадовало человека. Хочет защиты свои, ну, привести в порядок и неупокоенных защит, ну, короче, с себя поснимать, чтобы на него неупокоенные не лезли. Угу. Вот так вот по первой чакре интересно. По второй чакре здесь предательство. Здесь человек находился в партнерских отношениях. Если не официальный брак, то жили вместе, это вообще без разницы. Все равно это считается семья, пара и тому подобное. Но здесь предательство у человека. То есть очень даже хорошо, так знаете, пользуются. Да, много отдает. Много отдает. Короче, как говорится, знаете, кому действительно стоило бы, человек не отдает, а во всякую белиберду вкладывает. А соответственно, во что ты вкладываешь, что ты и получишь по итогу. То есть, как пример, опять же таки, если смотрите бывших, на ребенка ничего, на своего, неинтересно, понимаете? А на ту, которая рога наставляет там и просто удобная, да, пожалуйста, не вопрос. Ну, опять же таки, это как пример. Здесь человек явно вкладывает заведомо в то, где его предадут и подставят. Да, здесь королева кубков падает. Здесь типа эмоции и чувства у человека. Это может быть, да кто угодно, давайте я вам так скажу, кто угодно, кому он испытывает чувства какие-то. Сидит, короче говоря, он ее на пьедестал посадил, и она такая, а что, она побухивает там, что ли? Или они вместе побухивают, или она побухивает и налево ходит. Что-то вот такое тут, понимаете? Или он от нее ходит. Но здесь его предают. Здесь его предают, а он вкладывается реально, да. То есть, знаете, в бездну просто. Все его вложения идут в бездну. Но, видимо, ему нужно это пройти.
Ух ты, а ваш недоброжелатель понял, что на него привороты лепили. Получил он откровение о том, что на него лепили привороты. Возможно, из-за этого и запил. И просто, ну, обдумывает тот факт, что он вкладывался не в того человека. Вот так вот. Ой, давайте я сейчас такой еще аспект хочу посмотреть. По поводу вот этой вот королевы кубков, да. Вот приворот от нее, и, возможно, он думает, что вы на него делали. И вы. Посмотрим. Нет, вы ничего не делали. А вот она делала, знаете, для чего? Для того, чтобы устранить конкуренцию со своего пути. То есть женщина низкой социальной ответственности, видимо, и заведомо признающая тот факт, что она боится конкуренции. А если есть конкуренция, значит, она заведомо понимает, что она не главная женщина в жизни этого человека. Понимаете как? Самое интересное наказание, когда ты будешь любить одного, а делать вид, что тебе приятно жить с другой, с третьей, с 50-й. Это очень забавно. Если это не по бывшим, ребят, здесь смысл не меняется. То есть, если вы смотрите на девушку, здесь такая же ситуация. Единственное, что здесь еще по-женски могут быть проблемы у девочки, если мальчики смотрят. По третьей чакре, казалось бы, все хорошо. Жизненная энергия, напор есть, как бы есть, понимаете? Уверенность в собственном изобилии. Возможно, человек пошел, проставил защиты, и он думает, что у него все классно и хорошо будет. Возможно и такое, но параллельно с этим на это все, на эту жизненную силу идет карта нищеты. То есть здесь есть определенные энергии, которые на него влияют. Здесь реально, я не могу понять, понимаете, здесь, видимо, как две параллели идет, и смотрят, что человек выберет. Он, видимо, пытается бороться, как-то отстоять свой финансовый канал, свои достижения и идти к триумфу, к успеху, понимаете? А параллельно с этим там еще идет интересный момент. Ну, сейчас мы докопаемся, что здесь. Потому что здесь реально несколько параллелей прям. Видимо, человек выбирает дальнейшее. Сейчас многие из нас выбирают, что дальше. Да, слушайте, здесь человек отвоевывает свои финансы. Видимо, явно поехал, заказал защиты и чистку финансового канала. Да, да, за свою мечту, говорит, порву, напущу на всех демонов. Ну-ну. Возможно, в этом и есть наказание, что человек заблуждается в своих, начинаниях. И следующие 18 лет, если они все будут в его распоряжении, они расставят многие точки над «и». Сейчас последние вот эти две карты решат здесь все. Почему? Потому что здесь серьезный замес, я смотрю, пошел. Здесь решают высшие. А то, что человек думает вот об этом всем, это, как говорится, приятное дополнение. У человека появилось искушение. Может своровать деньги, да. Искушение на удачу. Своровать, либо у кого-то перехватить. Возможно, у вас, возможно, кого-то обмануть, подставные документы, к примеру. Кого-то кинуть, опрокинуть, с кого-то больше содрать. Сами знаете, как это происходит. Говорит, к мечте иду. И защиты у меня есть. И то у меня есть. Я здесь, значит, так почистился, типа. Хочу еще одну карту на это доложить.
Власти хочет, победы хочет в каких-то делах. Победы хочет, понятно. Здесь у человека могут и суды проигрываться, и еще много каких аспектов. Здесь не против ни одного человека этот персонаж, точнее, вот понимаете, против него работают многие люди против него. А он как будто чик-чирик, я в домике, понимаете, в своих этих. Вот я сейчас сделал, типа, на это полнолуние, и у меня тип-топушки, а показывают параллельно, ну, реальность идет, что не тип-топушки, нифига не тип-топушки. Итак, по сердечной чакре что-то... Во-первых, человек много чего скрывает, не договаривает, кого на самом деле любит, что планирует, что у него там внутри, все это прячет. Но начинает быстро что-то делать. Возможно, что-то определил своим сердцем и думает, сейчас это я все буду осуществлять. Возможно, также, возможно, я сейчас уточню, что здесь человек делал на вас, здесь королева жезлов перевернулась мне, делал что-то на вас и думает, что сработает сейчас, вот будет то, что он заказал. Может и такое быть. Скрывают работы, если что-то делал, сердечные какие-то манипуляции с этой чакрой кому-то, скрывают, пытаются скрыть. Сейчас посмотрим. Да, слушайте, здесь к хорошим отношениям, к стабильности, к общности, праздника хочется человеку. Самореализоваться за счет отношений, видимо, с любимым человеком, для него войти в гармонию, создать дом, очаг. Но дело в том, что... Сейчас я посмотрю. Сегодня такой раскладик будет прям в деталях. Интересно, конечно, интересно параллели простроены, да. Да, слушайте, ну, семью хочет. Семью хочет, да. Сила, девочки, здесь явно вот, ну, если смотрите на... Да неважно, на кого вы смотрите. Здесь сделались влияния на вашу сердечную чакру, чтобы вы более благосклонно относились к человеку. Может, ваш недоброжелатель, там, ваша подруга, там, ну, женщина или мужчина, не суть важно. Здесь ситуация, когда человек понимает, что отношения с вами дадут ему и эту же защиту, которую нужно ездить ставить. Понимаете? Это ваш ресурс, типа... Мне тоже нужен, говорит. И сейчас посмотрим, что же здесь по Таро Веретника нам раскроют, да, какие детали. Ой, слушайте, возможно, смотрите, какой момент. О ком-то думает, якобы хочу, да, вернуться в семью. А от вот этого, где предательство вылезло уже, типа освободиться, обереги вешает на свою сердечную чакру, но при этом и кому-то что-то делает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это же просто парадокс, чтобы эта схема сработала. Это же наивность первого сорта. Чтобы это все сработало. Вот такой план. Смотрите, что-то у человека не получилось доказать, что он значим. Возможно, пытался, знаете, проломить какой-то вброс, сделать фиктивной информации, ложь, сплетни, манипуляции с целью какой-то для себя выгодной в тех же судах, в тех же каких-то там, да, между собойчиках с кем-то. Крах иллюзий пошел, ничего не доказал. Либо же здесь кто-то явно просто обесценивает его знания, его слова, его мнения. Просто, ну, в ноля вкидывают. Здесь по шестой чакре провал.
Возможно, человек думал, что он классно зачитывает какие-то заговоры, как вариант. Оказалось, что нет. Ну, то есть вот так вот. Был заточен на свои какие-то мечтания, понимаете, а не получилось. А не вышло, да. Здесь уже вторая четверка кубков из двух разных колод. Здесь человек закрывается, возможно, бухает, вообще отдельно от других в апатии находится. Что-то там да не получилось, видимо, может и рога наставили и в итоге сказали, да это тебе кажется, ты что, да как же так можно. Как пример, либо кинули и, ну, короче, здесь не получилось что-то доказать. Да, полностью обнулена шестая чакра у человека. Вынужден куда-то уйти, от чего-то ретироваться. В полное обнуление. Здесь что-то серьезно, вот знаете, прям как поставили человека на место, конкретно так. Здесь, видимо, долго по жизни, извините меня, пиздеж распускал, ложь, сплетни, понимаете, такое. Если мужик, то как баба такое, языком как веник. И получилось то, что его просто высшие силы начинают здесь человека вдвигать в реальность и говорить, вот смотри, как оно на самом деле-то дела обстоят, и кто ты есть. Сейчас посмотришь, что бывает. Как мы забавно придумали этот мир. Да, слушайте, вот ну сплетни. Сплетни. У человека не получилось какие-то сплетни разнести, кого-то обмануть, обхитрить. И еще и получил по голове. Здесь прям месть человеку пошла за его ложь. Возможно, он на вас клеветал когда-то. Возможно, эта ложь, кстати, и клевета в судах, кстати, с вами могла когда-то проигрываться. Сейчас он в других завязках находится, причем не с одним человеком. Особенно это касается бабок, денег, понимаете, ценных бумаг, документов, недвижки. И получается, что здесь человечек так нормально, знаете, вот, ну, классно шибануло, его вот реально шибануло за его ложь, пиздеж и провокации. То есть есть надежда на то, что человек сделает выводы и закроет свой хлебальник наконец-то. Понимаете? То есть начнет думать, прежде чем трепаться. А здесь четко, конкретно кто-то ему обрат кинул за это. Потому что здесь люди, я вам хочу сказать, которые с помощью магии его сейчас ну, просто прессуют. Здесь не один человек по нему работает. И у каждого свой интерес. Достал многих, как говорится. Просто он почему-то кое-где еще этого не понимает. По шестой чакре что-то внезапно произошло. Вот реально внезапно. Причем это периодически у него случалось и раньше. Возможно, как-то пытались с ним связаться предки, духи его рода и объяснить, либо еще какие-то силы, да, объяснить, показать, что на самом деле. А что здесь? Как будто открытие... Ух ты! 2 колеса фортуны. Нифига себе! Здесь человеку как будто начинают глаза открывать, что на самом деле в его жизни происходит и почему она такая, какая она есть теперь на данном этапе. Здесь такое впечатление, что показывают, как его, к кому у него действительно есть чувства или были. Вот что-то такое мне идет. Причем резко так. Хочу еще вот... Здесь человек, которого он не выбирал. Здесь человек, который сидел, знаете, на 2 стульях сразу пытался сидеть в свое время. И эта ситуация окончена. Все.
Поставлены точки над «и», как говорится. Здесь высшие силы тоже прикрыли какую-то лавочку человеку. Возможно, у него там 2-3 каких-то шкурки. И знаете, у одной он там, допустим, король продавленного дивана, у третьей он там манипулятор, диктатор, тиран, знаете, отрывается, к примеру. Здесь такая личность шаткая, короче говоря. Здесь биполярочка однозначно, потому что здесь на несколько потоков идет. Ну, реалии идут одним, понимаете, одной нитью. А человек тупо, ну, как бы вам так сказать, живет, думает каким-то своим иллюзорным миром, его уже конкретно тыкают, короче, показывают, оу, алло. А он такой, нет, вряд ли. Это не будет со мной происходить. Да нет, будет, уже происходит. Здесь человек узнал, что на него была совершена магическая атака от человека, к кому он испытывал искреннее чувство. Как ему казалось, что они искренние. Причем ему казалось, что вся его жизнь в благополучии состоит. А на самом деле просто встретил свое зеркало, вот этот персонаж на данном этапе жизни у себя. И он решил, что он птицу Феникс словил, а оказалось, что показалось. Потому что здесь, понимаете, здесь человек много проявлял надменности, и его также надменно поимел другой персонаж. Да, здесь высший суд, пусть она тут так и останется, потому что, смотрите, по 7-й чакре у человека здесь высшие силы прям заставляют пространство гнуться, и высшие силы, и предки духи его рода приняли решение относительно вашего недоброжелателя. Приняли решение заставлять его трансформироваться, вот так вот, повышать свои вибрации. Сейчас уточним. Хотят научить человека правильному взаимодействию с высшими силами. К чему на самом деле нужно стремиться, какие приоритеты расставлять в этой жизни, если ты хочешь, чтобы она была вот такая, а не вот такая. А возможно, я поторопилась, ребятки, смотрите. Оу-оу-оу-оу. Здесь высшие силы, возможно, это уже делали. Человек проигнорировал, и вот этими трансформациями здесь принято ими решение привносить в его жизнь отраву до тех пор, пока он не произведет расплату по всем своим грехам и пунктам. Касательно вас, других людей, и по всей своей жизни. Потому что здесь, я вам хочу сказать, высшие силы, да, таким образом ведут его на повышение вибраций. Нас всех так ведут, понимаете? Да. Он многим людям создавал проблемы. Здесь человек делал переклады. Если, допустим, бухает, есть последствия этого всего, переклады на других людей делал. Воровать чужой финансовый канал воровал. Здесь кому-то через привороты, присушки и всякую ересь не давал встретить своего истинного партнера. Да, это он делал. И здесь понемногу, это только начало, ребят. Вот реально, вот это все, что я здесь вижу, это там еще и 3% из 100 нет того, что ждет человека, пока его выведут вот сюда вот. Здесь очень все забавно и комично на самом деле будет происходить дальше.
Если будет, если человек выдержит эти трансформации. Почему? Потому что здесь нелегко. Здесь реально сшибают корону, причем лопатой и причем наотмашь. Это во-первых, розовые очки летят. Это во-вторых, причем, знаете, так, со свистом, как фанера над Парижем. И у человека идет просто, ну, диссонанс. Он-то думал, что он живет, и у него как все схвачено, все у него будет так, как ему хочется. А оказывается, что... Оказалось, что показалось, что реальность и ценности мира заключаются абсолютно в иных вещах. Итак, теперь давайте смотрим, что по вам здесь. По защитам могу сказать, во-первых, для кого-то у вас защиты снесены, но для кого-то здесь идет простраивание абсолютно новых защит. По второму варианту, слушайте, вообще по второй чакре тоже были пробои, делали. То есть насчет приворотов, помните, я говорила за недоброжелателя, да. Что-то такое было, но я хочу еще здесь сказать, не хотят, чтобы вы встретили своего партнера. У кого есть партнер, хотят, чтобы вы разошлись с ним. Кому-то очень жаба давит то, как вы счастливы, если вы в семье. Прямо аж белочка, понимаете? И не хотят, чтобы у вас интим там был. Так, первая часть... Ох, мать его, мать его! Вау! Вау, вау, вау! Воу! Воу, 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 воу! Ребята, вот это да! Я не знаю, смотрите по себе, если у кого не соответствует, да, сейчас то, что я буду говорить, вам нужно просто к этому стремиться, да. Но те, кто уже на этих вибрациях, я вам аплодирую стоя. Здесь просто шикарно. Здесь реально идет простраивание новых защит. Новые охранцы к вам выходят, причем из мира мертвых. У кого не было второй половины, у вас она будет. Здесь обнуляются абсолютно все программы, сделанные вам по любятине. И даже если кто-то их и пытался насылать, это все сразу же обнуляется. Просто молниеносно. Здесь реально у людей новый уровень сознания. Здесь простраивание новых защит, новых охранцов, новые договора. Здесь просто, ну, да, слушайте, елки-палки, девочки и мальчики, кто долго ждал, кто не мог найти, ожидайте, у вас будет семья. На вашей защите стоит как ваша родовая система, так и ваши духи-помощники и определенные божества, если кто с ними сотрудничает. Здесь очень большая коалиция энергий, которые вас защищают. Почему? Потому что вы, видимо, должны сделать что-то действительно глобальное и важное для всей планеты Земля и для человечества. Пусть оно будет вот такое маленькое, но оно, возможно, даст толчок более глобальным изменениям. Понимаете? И так каждый по крупице, и в итоге многие люди остаются, как говорится в книгах истории, да? Здесь вот очень такой замес офигенный. Да, слушайте, здесь по поводу треугольников закрываются моменты кармические отработки, кармические родовые вот эти узлы деструктивные, ну, деструктивных сюжетных линий, вот так скажу. Здесь уже не до мужиков, не до женщин, мальчики и девочки у вас не будет. Здесь вы по поводу нападок на вашу семью, на ваших детей просто защищены колоссально. Здесь победа, слушайте, здесь полная победа.
Я хочу сказать вам так, я не завидую тем людям по незнанию, по недопониманию, вообще незнание законов не освобождает от ответственности. И я даже, да нет, сочувствовать я редко кому я сочувствую на самом деле, потому что сочувствие это такое дело, когда не каждого этого чувства достоин реально. Здесь я не завидую просто вашим товарищам, потому что они получат таких звездюлей. Вот кто на вас нападал в полнолуние, мир, труд, май, как говорится, да, ребятам. По второй чакре, как я уже и сказала, здесь обнулено, здесь прям реально, знаете, чтобы кому-то делали на то, чтобы не было детей. Кому-то делались привороты, если мальчики, чтобы не стоял на других девочек. Не работала, так сказать, да, эта сфера. Привороты, отвороты, всякая вот эта белиберда, она все сносится. И здесь еще не хотели, чтобы у вас была семья, чтобы вы были счастливы, чтобы рядом с вами был человек, который вас любит, обожает, на руках носит. Понимаете, здесь вот прям кто-то кукухой слетел, вот так сильно хотелось, чтобы у вас и денег не было, и любви, и понимаете, ну, короче, да, слушайте, здесь императрица выпадает, но все это обнулено, у вас изобилие, плоды счастья в ваших руках, от злых духов, грубо говоря, вы защищены очень даже хорошо. Да, но о чем здесь речь? Слушайте, тут с одной колоды десятка пентаклей, да, если мне не изменяет память же, десятка. А здесь девятка пентаклей. Ожидайте, скоро будут новости вам. Будут новости, в любом случае будут новые знакомства, новая дружба и тому подобное. Да, здесь идет, знаете, что вы побеждаете эти ситуации. Здесь реально закрытие кармических долгов идет у человека. Здесь закрытие родовых сценариев и тому подобное. Волю вам ломали. Возможно, вы к кому-то обращались, вам кто-то помог, либо это кто-то пришел к вам на подмогу. Не суть важно, но вы это все преодолели. Здесь многие работали с силами погоста. Дайте время энергиям, они уже запущены. Но это знаете как? Это не болит Формулы-1, где тачка стартует за одну там сотые, да, сколько, или секунд. И, короче, вы поняли меня. Нет. Здесь уже обороты есть, но вот со временем они начнут вот до бешеной скорости, понимаете? Дайте им время разогнаться. Здесь вы уже под защитами, но дайте взять разгон. На это нужно время. Вот это закрывается. Третья чакра – это деньги, новые у вас планы, энтузиазм, открываются возможности. Вы долго об этом просили. Или же кто-то просил, чтобы у вас это отобрать, но у вас появились новые цели. Вы пошли на обучение, либо собираетесь. Вы простраиваете свое будущее. Давайте я вот так скажу. Вы здесь простраиваете свое будущее и берете возможности в свои руки. Да, здесь защита, именно и дары идут, и умения от предков духов вашего рода. Они вам помогают, они вас выводят. Они вам как дают вот эти знания и ключи для того, чтобы вы и исцелились, и кое-что заодно взяли, и как, причем резко, слушайте, резко.
Здесь мне показывают разрушение вот этой любятины, вот этой магии, которая была сделана на любовные сферы. Все то, что я озвучила здесь, зачистка, короче. Вот у вас сейчас идет зачистка, причем резко. У кого-то реально что-то резко произошло в любви, и благодаря этому у вас появилось как, ну, равноценный обмен будет всегда. Вам здесь род дает, вот мне, вот понимаете, кто-то прям поймет, для чего он родился в этом мире, и что он любит делать, и как себя проявить в творчестве, и к чему вообще нужно стремиться. Здесь первые 3 чакры были очень засраны черной магией, давайте я так скажу, да, где влияли вообще на все. Но вы здесь, да, проработали это все и выходите из-под этого. Слушайте, здесь четко показывают вашего недоброжелателя, который это все делал. Он сейчас реально находится в непонятках, какого хрена происходит. Я тут делаю, я тут заказываю, я тут стараюсь, я вкидываю бабки, а ни хрена не работает. Он не может понять, почему, как. А вот так. О, как бывает, да? Чудеса-то, блядь. Ха. 4-я чакра по сердцу вообще отлично. Просто, ну, энергии куча, победа, завоевание, сила воли. Все препятствия вы тупо сметаете на своем пути. Энергии у вас предостаточно. У вас сейчас идет переход. Возможно, ваше сердце закрывали. Знаете, здесь могут меня смотреть люди, которые были в трансформациях, ну, несколько лет, допустим, да, и, ну, вот как изолировали вас от других, от второй половины, от друзей, от социума, ограничения, чтобы вы в обессиленном состоянии находились. Понимаете, чтобы сами себя там в чем-то накручивали, чтобы все решения вашей жизни вам трудно давались. Но вы научились быть честным самим собой. Здесь еще какое-то прям известие вам летит. Оно что, порадует ваше сердечко прям, да? Что-то вас прям реально порадует, ребята. Да, смотрите, какой-то император к вам спешит. О, а что это означает? Значит так, здесь может быть человек, с которым вы были, сказать, что в отношениях... Так, ладно, ну давайте. Ах ты, твою мать. Да, здесь может быть, смотрите, из прошлого человек. Не факт, что вы с ним, допустим, там состояли в браке, либо жили вместе. Здесь может быть и человек, который просто ваш знакомый. И, знаете, может, разругались, может, и еще что-то. Вот прям новости об этом человеке. Возможно, он захочет вывести отношения на новый уровень. То есть, знаете, было такое типа болотце. Может, вы вообще с кем-то помиритесь. Но здесь с этим человеком вы связаны родовой системой, кармой. И здесь реально вы, ну, дистанцировались друг от друга. Есть вариант того, что это бывший, который на вас магичил. Есть вариант, девочки. Я вам хочу сказать, что есть. Если кто интересуется, будет ли новый партнер сейчас отстаивает тот, что вам предназначен. Он сейчас отстаивает свои уроки по любятине, и пока он находится в определенной борьбе. Может быть, это один и тот же человек, то есть ваш бывший проходит трансформации, меняется, и вот сейчас у него вот это все как бы идет. Возможно, вообще явятся и скажут, что вот я там закончила какие-то вопросы, и вот я иду к тебе, ты мне тут по судьбе якобы дана.
Мальчика та же ситуация. Если это не касаемо бывших, как я уже сказала, здесь попытка человека выйти с вами на контакт. Смотрите сами, я здесь не смотрю, может это и не был ваш недоброжелатель, может знаете, как просто вот действительно вы прекратили сотрудничество с этим персонажем, может это ваша там лучшая какая-то подруга, может лучший знакомый, там, ну хороший человек, вы с ним связаны действительно как бы. То есть вариантов уйма, дальше сегодня я тут как бы не копаю. Думаю, основной посыл вы услышали. А ну-ка, что там за известие? Здесь я хочу вам сказать, что вы услышите известие о том, что какой-то ваш недоброжелатель прям пал, что прям на него определенные проклятия сработали. Здесь знаете, что мне идет? Вот как будто приедет человек, приедет или напишет, или еще что-то, и, мол, начнет рассказывать, как плохо, как все печально, как меня подставили, а вот я вот там, мол, это обстоятельства и тому подобное. То есть здесь уже включайте, пожалуйста, свою логику и запомните, обстоятельств не существует. Существует лишь выбор человека и его приоритет в том или ином выборе, ни больше, ни меньше. Вот и все. Здесь, мол, я кого-то послушала, оказалось, это все белиберда, но ты же слушал, ты же шел, ты делал, все. То есть вот этот аспект вы учитываете, пожалуйста. И помните о том, что у нас уже давным-давно нет такого фактора в менталитете, как то, что человек реально меняется. Понимаете? Здесь из области предавший однажды, предаст и дважды. Это однозначно. Может быть аспект того, что давайте даже посмотрим. Предаст или будет честен? Ну что я вам хочу сказать? Он просто, этот персонаж, будет искать... будет вас искать, во-первых, вы в пространстве этого человека, мужчина это или женщина, сейчас не важно, смотрите внимательно. Когда вы есть в пространстве в жизни этого человека, у вас есть общение, даже переписка, сразу же ему идут деньги. Здесь денежный аспект, либо если это не деньги, вот подружку, к примеру, смотрите, здесь прям ресурс, ваша энергия, ваши знания, понимаете? И причем еще, чтобы как бы и, отвоевывать, понимаете, у вас это. А расчет на то, что выйдет ситуация из повешенного, понимаете? Прям ожидание того, что она выйдет из повешенного, и здесь вы примете предложение этого человека. Опять же таки, дальше я смотреть не буду. Но смысл вы поняли. Вы выгодны этому человеку. Вы выгодны. С вашим вот этим моментом, когда стирается родовая карма, вы выходите. Вопрос в том, чтобы вы не встряли во второй оборот на 18 лет. Поняли? Пройдите урок, практику. Именно теорию вы знаете. Все. А на практике пройдите. Научитесь разбираться, кто есть и что этот человек несет вам в первую очередь в жизнь. Это очень легко отследить. Появился человек в вашем пространстве, случается то или иное событие. Если оно идет в положительный аспект для вас, все окей. Если в отрицательный,
Дистанцируйтесь и уходите от общения с подобными личностями. Не давайте себя жрать, понимаете? Не давайте никому пользоваться вашим. Пусть они идут и сами нарабатывают. Тем более здесь я четко вижу, что человека наказывают. Этот человек на вас сделал деструктив. НЛП, ментал, астрал, погост, да, срано, храмы. Не имеет смысла, короче. Вы ресурс, вы кошелек, вы энергия. Итак, 6-я чакра, 5-я чакра, девочки и мальчики. Здесь у вас защита. Кто-то очень не хочет, чтобы вы говорили правду. У кого свои каналы на ютубе, кто работает тоже с людьми, допустим, как и я. У кого уже есть ученики, если вы в таком уже аспекте. Здесь не хотят, чтобы вы вещали, чтобы вы общались, не хотят, чтобы у вас было клиентов, понимаете? Но у вас здесь стоит защита. Причем очень сильно. Это ваша сила, вы взяли власть в свои руки. Кстати, здесь сила слова у вас бешеная. Думайте, прежде чем что-то сказать. Но те люди, которые вас заведомо выводят на какую-то агрессию, чтобы спровоцировать вас, думая, что вы тем самым пострадаете, они заблуждаются. То, что вы скажете, так и будет. Вот здесь реально, как сказали, так и будет. Здесь сила слова просто охренетительная. Это надолго, это уже у вас не забрать. Рот стоит, да, ну ёпарасы-то нет. Это уже стабильно, это уже часть вас. Все, вы к этому шли. Вы к этому шли, на это влияли. Власть, сила. Сила слова, я повторюсь, колоссальнейшая. Здесь предки духи рода вас просто защищают и оберегают. Шикарно. Вещайте, делитесь, обсуждайте, выводите других, помогайте. Не знаю, кто из вас чем занимается, это не важно. Здесь прям защита от лжецов. А лжецы есть в вашем пространстве тоже, которые там зачитывают всякую белиберду на вас. Кстати, вам об этом предки духи рода прям показывают их. И сразу же показывают вот это и вот здесь. Вот так вот. Вы прям видите людей. Если не видите, ощущаете. Здесь вот так вот. 6-я чакра, здесь трансформации, ребят. Вы пока некоторые дни можете находиться в таком, знаете, вот внутренний покой. Если у кого нет, вам надо войти в это состояние, дабы вот эти трансформации прошли более-менее гладко, понимаете, для вас. Проявите терпение, адаптируйтесь к новым энергиям. Потому что здесь у вас прям идет накопление энергии для вброса в новое творчество. И вас, кстати, пытались закрыть, вашу связь с родом пытались закрыть. Пытались на это влиять, да. А у вас с родом все отлично. Просто все замечательно с родовой системой. Сейчас я еще на Таро Веретника вот это вот посмотрю. Но здесь пытались закрывать. Здесь знаете что? Не хотели, чтобы вы совершили новый виток в своем духовном развитии, чтобы вы не прошли на новые вибрации. Только меня удивляет один фактор. Ну, есть же люди, которые прорабатывают себя. Получается, чем больше вам деструктива делают, тем самым они вас просто выталкивают на несколько ступеней даже выше еще. Они этого не понимают. Они не понимают, как это работает. Понимаете? Да ну что, здесь императрица. Ребят, я вас поздравляю. Есть аспект того, что в деньгах будет проседание. Я говорила, еще раз повторю, денежный канал от многих факторов зависит.
А здесь настолько колоссальные трансформации идут в энергиях, что это в любом случае будет. И если тем более вы хорошо вложились до этого, поработали, сами понимаете, что это закономерно. Да, немножечко нужно будет попридержать то, что имеете, но потом эта ситуация будет полностью закрыта, и вы выходите в королеву пентаклей. Дайте просто время, не торопитесь, не паникуйте, будет все так, как должно быть. Договора с вашими предками, с вашими духами-помощниками. О боги, здесь у людей, слушайте, ребят, я кофейку даже хлебну. Здесь ваши недоброжелатели просто, блядь, с ума сходят. Как это так? У него столько знаний. Как это так? Да что это за хрень? Да мы же здесь косим, не покладая рук, мы на кладбище, мы и в храм, мы по святым местам и поклоны челом бьем. Мы заказываем здесь и побежали туда, и насмерть сделали, и против там, я не знаю чего сделали, и уже переложили всякую болячку с себя. Блять, а все идеально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же так? Понимаете, здесь у людей просто белка от того, какими знаниями вы обладаете. Здесь просто хотели вот бешеное желание перекрыть вам вот эти все дары. А вы исцеляетесь. А вы просто исцеляетесь, понимаете? Я вам скажу так, у вас очень большой такой, знаете, процент важности идет закрытие родовых вопросов. Это первоочередное, что у вас сейчас. Потом идет получение чего-то нового, вот прям как дар, как вы открываете себя, понимаете? Но это только задаток, и смотрят, возьмете ли вы. Идет большая проверка по сердечной чакре, тоже будут наблюдать и смотреть. Здесь люди, которые идут своим путем, а вот эта шушера, понимаете, вот собаки лают, караван идет. Но вы эту шушеру там просто, ну как, имеете в виду, там руку на пульсе держать, это всегда нужно, иначе бы вы не стали тем, кем вы здесь стали. И здесь по 7 чакре предки, духи рода вам новые навыки дают, кто-то реально возьмет свой дар в руки. Вот я вам серьезно говорю, ребята, не просрите этот момент. Просто вот реально не просрите. Войдите в баланс, что бы у вас там ни происходило. Но здесь и так есть баланс. Если его нет, у кого из вас его нет, вам он нужен. Что хотите, делайте. Вы должны быть в спокойном состоянии, брать то, что вам дают, радоваться закрытию кармических узлов, радоваться тому, что на вас не действует деструктив ваших недоброжелателей, радоваться тому, что у вас возросла сила вашего слова, вы получаете власть через возможность вот разговаривать, общаться с людьми, вы прям как имеете власть над другими людьми, вы можете им, главное, ну, чтобы не во вред, сами понимаете, да, что можно проманипулировать и спасти человеку жизнь, а можно проманипулировать и свести человека в могилу. То есть здесь не злоупотреблять. А по 7 чакре здесь реально выход на новый уровень. У вас здесь новые навыки. Ребята, здесь начинают осуществляться ваши мечты, но нужно еще отточить некоторые моменты, понимаете, в работе. Проявить усердие в обучении. И это все ради улучшения ваших обстоятельств. То есть все планы, которые вы там себе напланировали, они будут осуществляться. Но по мере... Да, нужно вот вкладывать для того, чтобы... Да, ничего быстро не делается, но для того, чтобы по итогу вы пришли к тому, о чем вы мечтали. Возможно, здесь такие, знаете, люди смотрят, которые в свое время и забыли о своих мечтах, а все думали
о семье, о детях, о муже или о жене. Вот эта вот вся белиберда выметается из вашей жизни. Ух ты! Ух ты! Ёб твою налево! Ой! Здесь прям четко показали затмение. Здесь Луна и Солнце выпадает. Ребята, здесь новый дар магических способностей. Это однозначно. Это затмение для очень многих из вас будет как второе рождение ваше. Если вот тут момент аккуратно, вот этот и вот этот, выгребаем ненужное, берем, что нам принадлежит, не впускаем то, что не соответствует нам, то, что нас предавало, обнуляло, недооценивало и тому подобное. Вообще из прошлого нет. Хотя есть люди, которые поменялись, и вы можете упустить, но все это реально проверить. Сейчас я буду это все уточнять. Я поняла. Ребята. Ну, я все-таки доложу. Вот те люди, которые ломали вам судьбу, встревали в нее, меняли ее, умрут. Ни больше, ни меньше. Здесь из-за жадности хотели быть выше вас. А на самом деле это вы бриллиант. А там кусок дерьма. Понимаете? Приговор будет всем абсолютно. Да. Хотели ваших даров судьбы себе, лицемерили. Здесь вы, ой, ё-моё, приговор на высший суд, карты предки, это вообще трэш. Вас на распутье ставили из-за подлости, возможно, да, это все закрывается, эти вопросы. Так, кто здесь сделал, ребятушки, обраты основательно, конкретные, по справедливости и тому подобное? Кто уже на определенном уровне, я вас поздравляю, здесь просто все. Здесь санкционировано. Здесь санкционировано, я вам могу сказать, почему, потому что здесь не выбирали вас, здесь ставили в треугольники, заставляли вас сидеть, ждать, заставляли, понимаете, тупо прогибаться, вот, когда пришел, тогда и вовремя, как я сказал, так и будет. Здесь человек полностью не уважал ни ваши границы, ни ваше мнение, ни ваше желание, даже если у вас были общие дети или есть, плевать, просто плевать, понимаете, человеку. Все, эта ситуация полностью закрывается. Здесь бывшие их мамы, сестры, крестные, тетки, у кого это действительно и ваши родители, да, и родня, все нахер выметается просто-напросто. Кому надо, те сдохнут. Кому надо из ваших недоброжелателей, те начнут трансформацию проходить. Те, кто запнутся, 18 лет, я думаю, предостаточное количество времени для того, чтобы пройти все уроки, пройти вот эту жопу, которую люди вам устраивали. Каждый распоряжается своими годами жизни как хочет. Да, кто мы такие, чтобы им мешать это делать? Нет, здесь вы отстояли себя. Еще кое-что предстоит, поэтому будьте осторожны. Если там даже новое какое-то партнерство идет, ребят, смотрите, будьте внимательны. Да, просто сейчас предки, духи вашего рода будут смотреть на то,
что вы, короче, насколько вы цените себя, насколько вы стремитесь к новому, насколько у вас велико желание изменить свою судьбу, ход своей жизни, ход жизни ваших детей, ваших уже потомков и даже ваших предков, понимаете? То есть здесь глобальненько так. Фу, очень мне понравилось. Конечно, да, пытались у кого-то и переклады там, и ой, что только тут не показали, конечно. Я всего даже не озвучивала, но сами вы понимаете, вот эти персонажи, они, да, ну вы, может, даже и видели, или как-то вам дали знать, что они там чудили, вытворяли. То дело такое уже. Да, у людей здесь идет развал по кубкам, это по суду, а у вас возвышение по вибрациям идет. Ну, так тому и быть. Да будет так и есть, да, как говорится. Да, замкнуты по высшему суду будут. А у вас полностью обнулилось. Вот теперь знаете, что я вам хочу сказать? Вы творец своей судьбы. Новые знакомства, новые договора, новые отношения с высшими силами. Так что, ребятушки, я вас поздравляю. Я прекрасно вас понимаю, что вам пришлось очень много чего пройти, перетерпеть, переживать, проработать себя. И, кстати, я могу вам с уверенностью сказать, что вы справились, допустим, за меньше, чем за 18 лет. А вот у ваших недоброжелателей будет ровно столько времени, и раньше им не позволят выйти из этих проработок. Почему? А потому что вот так интересно устроено нынешнее время. Давайте я вам так скажу. Нынешние энергии, планеты, и не только наши. Поэтому радуйтесь, что вы справились за вот столько времени, а они теперь будут мотать вот столько. Они к этому шли долго, упорно, и пусть так и будет теперь. Пускай вашими путями, вашими же уроками будут поднимать себя, если смогут, конечно. Ну, а я на этом с вами буду прощаться, ребят. Кому что нужно, пишите в личку, пожалуйста. Телеграм, WhatsApp. Под видео есть мои данные. Ну, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.